Здравствуйте, мои уважаемые друзья, подписчики! Сегодня наша с вами экскурсия в необычный музей Парижа, знаменитый музей Орсе. Чем же он необычен, спросите вы? Во-первых, самим зданием, его историей. Когда-то на месте, где сейчас стоит музей Орсе, было совсем другое здание. Это здание Министерства иностранных дел, которое сожгли во время революции в 1871 году. А спустя 26 лет на этом месте решили построить вокзал, который будет принимать участников всем известной Всемирной выставки 1900 года. Строительством нового здания занялся архитектор Виктор Лалу. Он возвел вокзал и отель при вокзале за 2 года, как раз к началу выставки. Здание прекрасно вписалось в общий городской ансамбль. Однако к 1939 году железнодорожные пути не могли вмещать длинные составы, и здание решили снести. Спасти творение Виктора Лалу помогло решение организовать внутри вокзала музей. На данный момент в музее Орсе находится уникальная и обширная коллекция произведений искусства второй половины XIX – начала XX века. И еще одна особенность музея – многоплановость. В музее организованы залы живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, графики, архитектуры и даже фотографии. Нужно сказать, что экспонаты музея Орсе как бы продолжают коллекцию Лувра и предшествуют коллекции современного центра Помпиду. Музей разбит на несколько уровней. На центральной аллее музея мы прежде всего видим великолепнейшую коллекцию скульптур известных мастеров. Но я хочу остановиться на самых известных и значимых скульптурах. Одной из известнейших скульптур является скульптура Сапфо, французского скульптора швейцарского происхождения Жан-Жака Прадье. Сейчас вы ее видите на экране. Здесь же, на центральной аллее, можно увидеть известную скульптуру «Спящая Пенелопа» Жюля Кавелье. Довольно известный и популярный, находящийся в музее, барельеф Луи Эрнеста Барриа «Сцена с крокодилом». Точно такой же, но только бронзовый горельеф можно увидеть в Парижском музее анатомии и палеонтологии. И на сегодня пока все. В следующем выпуске я расскажу о картинах музея, об импрессионистах и о том, что еще интересного можно увидеть в этом необычном музее. С вами была Светлана. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, комментировать. До новых встреч на моем канале!